Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Это прямой эфир. Евгений Мураев прямо сейчас на связи. Евгений Владимирович, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Друзья, всем большое спасибо, что ждете эфир. Присоединяйтесь. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. И давайте поучаствуем в этом эфире, позадаем свои вопросы, отметим то, что важно, то, что для вас важно. Это финальный спорт ответов на вопросы. Евгений Мураев тоже так делает на своем канале, поэтому, в общем, милости просим, присоединяйтесь. Максимальное внимание мы вам уделим в самом финале эфира, поэтому досмотрите, пожалуйста, эфир до конца. Это важно. И, конечно же, проголосуйте в нашем сегодняшнем опросе. Он звучит следующим образом. Что означает заявление Пескова об окончании СВО до конца суток? Да? Если Зеленский отдаст приказы о выводе войск с территории России. Это дословно, что заявил Песков после такого жутчайшего, конечно, удара по Украине. Харьков, Днепр, ну и, конечно же, Киев. Варианты ответов. Это слив денацификации и демилитаризации. Ну, вот как бы... Давайте уходите, война за землю, то есть, да, и все закончится. А то, что там будет на территории Украины, это уже ваше дело. Дух Анкориджа так выражается. Донбасс, значит, оставляем, а в остальном по линии боевого соприкосновения. Третий вариант. Это означает, что война надолго. Все прекрасно понимают, что за это невозможно сделать. И, ну, куда? Зеленский и приказ о выводе от отступлений каком-то войск. Это невозможно. Некоторые сюда можно прикрутить еще вариант троллинг. Пишут уже в чате и в комментариях, что троллит Песков. Но это невозможно. И еще один вариант – это прежде всего не про Зеленского заявления, а это как бы Западу сигнал. Мол, Запад, смотрите, что нужно, чтобы все остановить. Сейчас там возникают, опять-таки, немецкая пресса пишет о Шрёдере, который переговорщик от Европы, по версии Путина, о том, что он в Москве находится, мол, зрада на уровне Европы. И это вот еще один такой сигнал, мало связанный с обстрелом. Давайте с этого начнем. Что вы думаете по поводу этого заявления и ну, то, что оно прозвучало после ужасного обстрела Киева и других городов с жертвами, с разрушениями? К чему готовит, на что указывает? Саш, действительно, сегодня была ужасная ночь, и кадры из метро об этом говорят, и кадры разрушений, и, в общем-то, те данные о количестве пострадавших и погибших людей, они, конечно, вызывают печальные мысли и тяжесть на сердце. Но касательно заявления Пескова, да, я согласен абсолютно, что это сигнал Западу. В первую очередь мы с вами неоднократно обсуждали в первую очередь то, что решается вопрос не между Украиной и Россией, а это катализатор для построения новой архитектуры безопасности, для раздела сфер влияния и в том числе для того, чтобы Европу поставить на то самое место, на котором она должна находиться в данный период. И то, что это сигнал в том числе и европейским государствам, которые сейчас испытывают жесточайший кризис энергетический, который грозит перерасти в масштабный экономический кризис, да, безусловно, скажется и на инфляции, и на росте ВВП, и на дефицитах бюджета, это... Да, в общем, это вылетел как бы эфир у Евгения Мураева. Сейчас, я думаю, он перезайдет, переподключится. Но на самом деле, конечно, история геополитически очень сложная, достаточно сложная. И я думаю, что мы, в принципе, да, вот будем наблюдать еще, что какие как бы авторшоки ее будут. Именно Европа почему-то вот так молчит. Из Европы как раз таки другие сигналы идут. Хотя вот Политико сегодня, уважаемые зрители, написала о том, что они очень торопятся. Они понимают, что время уходит и торопятся принимать 21-й пакет санкций. Представляете? 21-й пакет санкций торопятся принимать. И как бы вот там уже прям основной упор и основной, собственно, вот этот вот двигатель, основной движок всего, это будет непосредственно касаться
что касается всего, что вокруг нефти и нефтепереработки. То есть, в принципе, украинская сторона и европейская сторона синхронизируются сейчас друг с другом. В каком аспекте? Прежде всего, в ударе по нефти. Ну вот и Буданов вчера рассказывал о том, что вот, там логистика, удары по НПЗ. Даже сегодня ночью, да, вот померк, конечно, с точки зрения картинки, но тоже был очередной удар по нефтеперерабатывающему заводу Ильковскому НПЗ, и оттуда, конечно же, летит, дымит, и все это демонстрируется, но на фоне, конечно, вот этих ужасных разрушений и ударов по Днепру, который с точки зрения жертв даже больше пострадал, да, в 2 раза, потому что 12-е тело нашли сегодня в Днепре, показали, кстати, дом, где прилетала туда дважды прилетала в этот дом, сообщают люди, которые там живут в окрестности, показывают там женщин, которые потеряли все, и квартиру, и, в общем-то, все на свете потеряли, по большому счету, и говорят, вот, мол, такое вот освобождение. Это как-то перекликается непосредственно с словами Пескова. Поэтому голосуйте, друзья, в нашем прямом эфире, в чате трансляции, сделайте свой голос, мы в конце потом подведем итоги. Ну и, конечно, если хотите вопрос оставить для прямого эфира, может быть, который не касается там непосредственно сегодняшнего топ-события и понимания, к чему оно приведет, я имею в виду вот этот жесточайший удар, то, пожалуйста, сделайте это в сообществе YouTube, абсолютно открыто. Ну и всех благодарю, кто подписывается в закрытый клуб зрителей Шелеста. Там есть возможность, как говорится, непосредственно свой вопрос оставить. Вернулся к нам Евгений Владимирович. Евгений Владимирович, слышно, видно, все прекрасно, вы снова с нами. Нет, не слышим мы вас, поэтому давайте, скажем так, передайте привет технике, батарейкам и всему остальному. Мы же обязательно, скажем так, перейдем непосредственно к вашим вопросам в финальной части нашего сегодняшнего эфира. Можно звук сделать? Да, звук уже пошел, мы это слышим, Евгений Владимирович. Ну вот все вживую, видите, друзья, все с колес. И если переключаться, ну вот с геополитики, мы просто поговорим немножко позже об Ормузе, о Нетаньяху, уделим этому времени. Но все-таки вот этот обстрел, какое значение он имеет и что он показал, что он вскрыл украинцам, об украинцах и об власти, которая над украинцами. Саш, понимаете, иногда техника не выдерживает, да, как в нашем случае, да, из-за жары. А люди, ну, представьте, 5-й год, по сути, идет эта война, 5-й год этого стресса. Мы видим конфликты, которые возникают в метро, все устали, да, идет глобальная усталость, и она отражается и на психологическом здоровье наших граждан, и, безусловно, те жертвы и разрушения, которые приносит война, они не могут не сказаться, в том числе и на ментальном здоровье. Поэтому что этот обстрел показал? Этот обстрел показал, что, в принципе, в Российской Федерации растут производственные мощности по производству средств поражения, но опять-таки, да, количество целей, которые есть в Украине, оно весьма ограничено. Насколько я слышал, да, за сегодня было поражена, да, Укроборонпром ночью, здание Укроборонпрома, здание Альфа, в которых, естественно, ночью никто не находится. Это лишний раз, да, подчеркивает, что никто не хочет сопутствующих и лишних жертв, и в то же время в том, что если дальше война продолжится, да, разрушения будут кратно расти, и они будут, соответственно, расти на обеих территориях, да, и это в первую очередь невыгодно нам. Я не понимаю, почему этот вывод не приходит в голову ни украинским гражданам, ни россиянам, и почему они не понимают, что в первую очередь в наших совместных интересах этот конфликт закончить. И тут не вопрос действительно территориальных приобретений, а тут вопрос того, в какой орбите и каким образом дальше будет существовать Украина и какие отношения будут между нашими государствами. Да? Далее, будут ли нас использовать как таран с целью изменить, да, власть в Российской Федерации, да, привести к тому, что Европа будет получать более дешевые энергоресурсы, либо мы все-таки займемся собственным развитием, да, восстановлением своей территории и, самое главное, возвратом своих граждан. Да, пока этого не видно,
пока все заявления, которые идут, в том числе от российской власти, транслируют готовность России к окончанию конфликта и как бы показывает миру, да, что в первую очередь в мире на Украине не заинтересована украинская власть, да, и европейцы, которые ее в данный момент поддерживают. Но учитывая, Саш, если мы посмотрим события, которые происходят, в том числе сейчас заявления отдельных политиков в Польше, которые, пользуясь тем, что Зеленский одно из подразделений войск специальных операций назвал именем героев УПА, как будто бы раньше Польша не понимала, да, что и все перезахоронения, которые происходят в Украине, и героизация УПА и отдельных ее лидеров, да, переименование улиц, возведение новых памятников, да, они это не замечали. Потому что была удобная Венгрия, да, которая блокировала евроустремление Украины, которая блокировала вступление Украины в НАТО, выделение денег и помощи. И я неоднократно говорил, что Европу это устраивает, что, прячась за Орбаном, они как бы говорят, мы бы тогда, но вот Венгрия мешает. Смотрите, Венгрия уже вроде бы не мешает, у поляков появляются какие-то сложности с украинской властью для того, чтобы дальше не продолжать участвовать в этом конфликте. Потому что в первую очередь этот конфликт деиндустриализирует Европу, потому что при той стоимости энергоресурсов, которые после кризиса на Ближнем Востоке и в Ормузском проливе мы наблюдаем, закрываются огромные хабы, в том числе и в Роттердаме, да, то есть это локомотивы химической промышленности, связанные с энергоресурсными производствами. И, соответственно, чтобы окончить этот конфликт, да, окончить этот кризис, необходимо начать получать энергоресурсы из Российской Федерации, потому что альтернативы на сегодня нет. А для этого нужно закончить войну, а значит, нужно Зеленского заставить пойти на уступки. И тут происходит игра на многих досках, причем, если это еще не понимают украинцы, против, в первую очередь, да, украинского режима, что отразится непосредственно и на Украине в том числе. Да? То есть как бы начинают играть на общий результат, в том числе и европейские отдельные государства. Поляки, которые в том числе тоже всегда ориентировались на Соединенные Штаты, да, и Трамп неоднократно говорил, что и Туск, и Кароль — это его друзья, и если вы вспомните, да, то в принципе он рассматривал Польшу как новый экономический локомотив Европейского Союза, то есть теперь Польша начинает играть против Украины, ставит под сомнение поставку систем вооружения, да, оказывание финансовой помощи, и это делают партии, которые представлены в парламенте. Поэтому, Саша, все это надо смотреть как единую геополитическую систему, которая по нотам разыгрывает определенный сценарий, как мы с вами обсуждали, да, приближение окончания войны к осени этого года. Ну, вы, понимаете, сделали такой замес, уже все рассказали, скажем так, про поляков, а там это вообще оппозиционный вице-маршал, у них так называется, польского сейма, выступил и сказал, ну, ключевое же самая какая больная точка, даже там в риторике была, мы отключим Starlink. Точнее как, не отключим, мы перестанем за него платить. Много все говорят, американцы дают Starlink, дают, но они его продают. То есть Маск продает этот Starlink, а платят поляки. А тут, представляете, без Starlink еще в такой момент, вот что на языке у польских политиков. Ну и, конечно, там целая кавалькада разнообразных вещей, акций, то где-то в Люблине флаг сняли с ратуши, то один из польских политиков вернул демонстративно, публично Зеленского там какой-то орден за заслуги, то самого Зеленского прям предлагают забрать у него, лишить орден Белого Орла. Ситуация действительно идеологически накаляется. Причем самое это интересное, не за Мельника, тут я вас поддержу, да, то есть поляки что, не знали, что это все происходит? Знали, конечно. Не из-за перезахоронения Мельника, не там этих Петлюра, там Бандера, вот эти все, Коновалец, нет. А именно из-за того, что название он присвоил, понимаете? То есть абсолютно такой повод вроде бы как, ну,
неважный, да, но поляки взяли его на вооружение и раскручивают очень и очень сильно. Но все-таки я там выше говорил, да, до моментов со связью. Сейчас мы видим, что Европа активно пытается успеть проголосовать 21-й пакет санкций против российской нефтянки. Макрон танкер задерживает. Вот вчера демонстрирует видео, спецназ, красиво. Украина бьет по НПЗ. Это несопоставимый ущерб, это несопоставимые картинки ударов по НПЗ, которые осуществила там Украина прошлой ночью, и что вот получила, да, Украина, какие тяжелые разрушения и последствия обрушились на голову украинцев. Но тем не менее, мы видим, что у Европы, вот я хочу, чтобы вы объяснили, какой-то сумасбродный план. То есть тут ситуация в мире с нефтью швах, а они лупят по нефтянке России, как бы, ну, назло кондуктору, или как назло бабушке без шапки пойду отморожу уши, куплю билет, пойду пешком. В чем стратегия? Давайте разбираться, Саша. Вот смотрите, во-первых, когда мы говорим о Польше, не надо говорить просто об оппозиционном политике. Да? Это партия, которая входит в Сейм. Не в Сейм, а, простите, в парламент Польши. Да? Во-вторых, орден, награду вернул Лех Валенса, предыдущий президент, да, лауреат премии мира, очень известный на самом деле человек. Собирается забрать награду высшую Польши у Зеленского, премьер-министра, сейчас просит подписать это решение Кароля Навроцкого, президента, да, Польши. И надо понимать, что общее настроение поляков, оно резко негативное за последнее время к украинцам. И это выражается в том числе и на отношении к нашим мигрантам, да, на массовых избиениях, которые регулярно происходят, и мы слышим эти скандалы, которые попадают в прессу. И то, что оппозиция берет это на флаге, говорит о том, что общее настроение, да, они хотят конвертировать свои политические рейтинги. В общем-то, это же делает и АДГ, это делает и Ле Пен, и Малушон, да, делают все оппозиционные политики, а Европа все равно находится, да, накануне выборов, скоро будет смена политических элит во многих странах, и, соответственно, будут меняться, все будут пытаться играть на настроениях и на нежелание европейцев участвовать, да, в этом конфликте и оплачивать его ценой собственного благополучия. То, что вы говорите, там сейчас Европа пытается принять санкции, давайте разделим лидеров государств и брюссельскую бюрократию. То есть то, что Кая Каллас, не совсем адекватно себя ведет, да, неоднократно мы видели, насколько противоречивые были ее заявления, то она хотела выступать в роли переговорщика, то говорила, что с Россией говорить не о чем. То есть она делает кучу контрверсивных движений, что показывает, в принципе, полностью ее неадекватность. И на сегодняшний день на принуждение части элит к принятию определенных решений. То, что мир сейчас меняется и сокращается, вот если мы с вами будем обсуждать, что 5 ключевых стран после смены мирового порядка по итогам Второй мировой войны привели в Совет Безопасности ООН с правом вето 5 постоянных членов, это Соединенные Штаты, Россия, Великобритания, Франция и Китай, то за последующие 80 лет, да, ситуация сильно поменялась и в экономике, и в военном потенциале, и в сферах влияния, и европейские государства, в том числе Великобритания, которая была частью Европы и недавно вышла, да, совершив Брексит из Европейского Союза, уже не соответствуют ни мере влияния, которая необходима, чтобы сидеть за ключевым столом принятия решений, ни в экономическом, ни в военном, ни в финансовом потенциале. И вот эта сдвижка и попытка перекроить мир от однополярного, да, в несколько центров принятия решений, она происходит на фоне сопротивления старой системы, в том числе Великобритании и Франции. Мы видим, что да, они являются основными идеологами, застрельщиками и финансовыми спонсорами кризиса в Украине. Мы помним и Бориса Джонсона, мы видим и поведение Стармера, и несмотря на то, что у них уже поменялось 4-е правительство, они, тем не менее, продолжают, да, как-то напирать и оставаться, пытаться сохранить старый формат. Это однозначно не удастся.
Однозначно Соединенные Штаты в прямую, в лобовую конфронтацию вступать не будут, и поэтому не играют через страны-сателлиты, через страны, с которыми у них установлены более тесные отношения. То есть раньше они играли через Венгрию, сейчас они задействуют Польшу. Если вы посмотрите, Польша на самом деле основной реципиент и покупатель американских систем вооружения. Это, как правило, в нашем современном мире, да, является такой лакмусовой бумажкой, кто на кого ориентируется, да, кто у кого оружие покупает, тот у того в орбите, в принципе, влияние и находится. И поэтому то, что Польша сейчас ведет себя так агрессивно, говорит о том, что Европа сегментируется, и мы с вами это тоже обсуждали, что Евросоюз уже в том формате, в котором мы все к нему привыкли за последние 70 лет существовать, не будет. То, что поменяются приоритеты, да, скорее всего, рухнет НАТО при выходе Соединенных Штатов из состава Североатлантического альянса, потому что меняются внешние вызовы и угрозы, потому что меняются приоритеты. И, в принципе, сейчас той страной, которая заплатит репарации за войну в Украине, а мы понимаем, что это было противостояние, в первую очередь, части американских элит Европы, на которую эти элиты, имеются в виду демократы, Байден и прочие, влияли, и Российской Федерации, которая тоже имеет своих союзников, может быть, даже не артикулированных, но совершенно понятных в лице Ирана, Северной Кореи, Китайской Народной Республики, да, потому что они были настроены против однополярного мира и за формирование новой системы, в которой будут приниматься ключевые для планеты решения. Поэтому мы сейчас просто наблюдаем события вот того раздела по больному, и заложником всех этих событий, к сожалению, являются украинские граждане, и все, что хотят сказать друг другу противоборствующие стороны, да, к сожалению, выливается на голову украинцев, потому что, с одной стороны, мы видим систему давления на Российскую Федерацию, опять-таки на территории Украины, и за счет средств поражения внутрь России, и видим давление на Европу и игроков, которые пытаются сохранить старый мировой порядок со стороны Российской Федерации. Слава богу, ночными ударами, когда в зданиях, да, и предприятиях не находятся работники, не находятся люди, что, в общем-то, минимизирует жертвы, но не убирает их в принципе, да. И, в принципе, что, конечно же, негативно влияет все равно на отношения между двумя народами. В общем, давайте мы сейчас... все оно ускоряется, увеличивается исключительно потому, что есть финальные сроки, к которым это все должно закончиться. Да, давайте мы сейчас об этом поговорим, о народах, о перспективах войны. Ну уж если там про старый порядок, новый порядок. Вы можете коротко дать ответ, вот, то есть логика в чем? Европа отсекает условно нефтянку российскую из рынка на фоне абсолютного, ну, какого-то... Ну, это вот по-разному можно это трактовать. Я это трактую как позор. Но это позорище. Америка ведет тяжелые переговоры с Ираном. Они очень тяжелые. Там на кону вот эти килограммы, там сколько, 400 вот этого урана, да, ядерной пыли, как называет это Трамп. И это как бы трофей. И все уже четко видят, что Трампу надо, чтобы как-то забрать у них этот уран, ну и, собственно, он победил, потому что в войне победить не может. И на этом фоне Израиль продолжает войну с Ливаном, ну, с Хизбаллой. Пишет пресса вчера, что Трамп звонит Нетаньяху и разворачивает войска, которые идут на Бейрут. Понятно, приукрашена все шибко, но тем не менее. Понимаете? То есть приукрашивает, но тем не менее. И ну, сегодня, например, выходит там Кац, говорит, мы будем продолжать войну. То есть, а Иран закрывает Ормузский пролив. Нефтяной сектор в жесточайшем кризисе, рынки скачут, нефть растет, Европе это первой невыгодно, но Европа продолжает отсекать Россию от этого нефтяного сектора. Это чтобы что? Чтобы как бы финансовый кризис, катастрофа и Трампа смели там в Америке из-за цен на бензин? Саша, это болезненный переход однополярного мира к многополярному. То бишь диктат Соединенных Штатов раньше означал то, что у планеты есть гегемон. То, что есть главный, который может решить любую проблему и который может нарушать правила в своих интересах как угодно, сколько угодно и где угодно. Как в Ираке, Афганистане, как
в Югославии и так далее, да, то бишь в противоречие вступать в созданные же своими руками международные институты в лице ООН без их разрешения бомбить суверенные государства, вмешиваться в их внутренние дела. Теперь, когда вы говорите о ядерной пыли и о том, что это и сохранить власть, буду напоминать, да, что в адрес Нетаньяху расследуется 3 уголовных дела по мошенничеству, коррупции там, и так далее и тому подобное. То есть на самом деле только война удерживает его от уголовной ответственности. И об этом ему сейчас прямо сказал Трамп. Да, мы читали новости со ссылкой на одно серьезное, да, информационное агентство о том, что у Трампа произошел очень тяжелый разговор с Нетаньяху, что он его обвинил в срыве, да, переговорного процесса, в том, что на самом деле Трамп ему помогал избежать как раз этой ответственности, да, что еще раз подтверждает то, что мы говорили, что стало первопричиной, да, атаки на Газу, вот этого непонятного прорыва в сторону Израиля со стороны Газы, да, и продолжение эскалации на Ближнем Востоке, да, с попыткой решить иранский вопрос. Поэтому я напомню, что Хезболла, да, и все другие союзники Ирана, это было одно из условий, да, прекращения военных действий в Ливане. И сейчас, если вы обратили внимание, я когда говорил, что если Европа не будет слышать, конфликт будет усугубляться. И сейчас, если вы слышали, Иран заявил о том, что Бабель-Мандебский пролив, да, будет, скорее всего, тоже заблокирован. Это второй пролив, который позволяет экспортировать, да, из Саудовской Аравии, там, Катара, других государств Ближнего Востока еще как-то нефть. Ее могут блокировать, этот пролив могут блокировать хуситы, и тогда цены на нефть вырастут действительно до рекордных $200, которые мы с вами обсуждали, что это не предел, и что если Европа не будет слышать требования, в первую очередь Соединенных Штатов Америки, то на них будут давить через энергетику. И то, что сейчас там пытается Кая Каллас на, я бы сказал, издыхании, да, в конец своей каденции максимально отработать поставленные задачи демократами, глобалистами, давайте как угодно их называть, частью политических мировых элит, которые пытаются это сохранить старую систему, там, поменять Трампа, снизить его влияние, абсолютно ничего не значит. То есть у каждого есть, как говорит Трамп, свои карты. И Трамп будет играть эскалацией на Ближнем Востоке. Ведь на самом деле до того, как Израиль вторгся очередной раз и начал операцию в Ливане, были удары по позициям иранских военных, да, со стороны Соединенных Штатов, был ответ по американской военной базе. То есть можно сказать, что это эскалация, спровоцированная очередной раз, что она необходима для того, чтобы кризис усугублялся и рост цен на энергоносители, да, шел вверх, для того, чтобы Европа, подсчитывая убытки через Навродского, через польских, да, политиков, через другие европейские государства прекращала поддержку Украине, чтобы закончить этот кризис, да, и дать Штатам наконец-то то, что они хотят. Чего хотят Штаты? Ну, часть элит Соединенных Штатов хотят сохранить свое доминирование, другая часть, которая сейчас при власти, понимает, что сохранить доминирование в прошлом объеме не получится. И если на самом деле прочитать стратегию национальной безопасности США, там эти приоритеты, которые во главу угла поставил Трамп, четко выписаны. Да? Там написано, почему они не могут выполнять функцию гегемонов, в чем они зависимы от Китая, почему они должны сосредоточиться на Монтрё, да, и почему они должны пересмотреть политику расширения НАТО и своего участия в НАТО, да, потому что просто в корне поменялись приоритеты, ситуация на планете, да, и влияние отдельных государств как выросло, так и других упало. Поэтому вот это все я предлагаю вам анализировать не как цепь случайных событий, а как взаимосвязанные рычаги давления и катализаторы нормализации, да, прихода к новой архитектуре безопасности и к новому миропорядку. То есть это игра на многих досках, где одновременно множество факторов, да, поддаются давлению, изменению, и
влияют на достижение совокупного результата, о котором, я думаю, Трамп договорился с Путиным и Си Цзиньпинем. С одним, соответственно, в Анкоридже, с другим в Пусане и, соответственно, во время последней встречи в Пекине. Мы же с вами видели, да, что риторика Трампа была гораздо более мягкой, то есть уже нет ни агрессивных выпадов, ни угроз, и более того, Китай ведет себя все более увереннее, и это говорит о том, что я думаю, что будут достигнуты договоренности, те, которые мы с вами предполагали. То есть Трамп понимает, что арсенал его влияния как раз на Китай и на Россию минимален, и связано это в первую очередь с зависимостью Соединенных Штатов от Китая в технологических цепочках, а от России, да, давление на Россию в том, что победить при помощи потенциала НАТО, при помощи огромных вливаний в Украину не вышло, а ядерный зонтик не позволяет перейти к более широкой эскалации и грозит, ну, как раз теми событиями, которые еще больше снизят роль Америки на нашем континенте, я имею в виду Евразию, и приведут к полной потере влияния на Европу. Пока на кону создание энергетического консорциума, в котором заинтересована в том числе и Российская Федерация, да, добыча российских ресурсов, транспортировка через трубопроводы, которые, скорее всего, будут владеть бизнесмены из Соединенных Штатов, я более того скажу, уверен абсолютно, связанные с Кушнером, да, и я думаю, что вокруг этого как раз и строится интерес Трампа по переговорам с Российской Федерацией, которые позволят, да, если такой энергетический консорциум будет сформирован, контролировать энергетику, промышленность и, соответственно, экономику Европейского Союза, что очень не нравится, да, глобалистам и брюссельской бюрократии, которая построена этими самыми глобалистами. В общем, Саш, все происходит, все идет по плану. Ну, по плану, не по плану, да, друзья, я вижу, значит, у нас идет одновременный стрим на канале Евгения Мураева, и здесь что-то у меня, видимо, знаете, ну, у меня ж у нас подстанционные каналы, да, поэтому у меня тут есть звук, все хорошо, но есть какая-то определенная картинка. Смотрите, не волнуйтесь, подпишитесь на Мураева, подпишитесь на Шелеста в Телеграм в нормальном качестве, без всяких вот этих моментов, которые объективно, там, YouTube обрезанный дает или какие-то еще моменты, вы обязательно посмотрите, услышите аудиоверсию, видеоверсию, поэтому всех приглашаю подписаться. И вот главное все-таки это живое общение именно в этом эфире, поэтому спасибо большое, что как бы число зрителей растет, за то, что мы вместе и так далее. По обстрелу сегодняшнему, давайте перейдем к нему. В киевском метро сегодня ночью укрывались от обстрелов более 41 тысячи человек, 4,5 тысячи детей. Приводят такую статистику. 6 уже на данный момент погибших в Киеве, 79 раненых. Эта статистика меняется на протяжении дня, разбирают завалы, находят новые. Плюс еще обстрел был днем, полтора часа назад, где-то так, баллистический. Я, если честно, был поражен цинизмом Банковой, там, вчерашнего Подоляка, который включался на Deutsche Welle, который говорит, ну, смотрите, с одной стороны, конечно, это разрушенный Киев, а с другой-то стороны, это ракеты ПВО, это вот эта вся история с поддержкой, с деньгами, понимаете? Вообще жуткие, конечно, кадры, и вот если разобраться в сути всего происходящего, то, понятное дело, вот эти там драки или там ссоры, ну не без драк, но ссоры, исключительно за то, что кто-то пришел заранее, поставил палатку, она занимает много места, а там люди спустились в это метро, невозможно протолкнуться, все хотят, понятное дело, все спасаются. Неужели вот не возникает вопросов к власти, причем к самой главной власти, да, не к Филатову? Вот у нас какая-то странная политика, и я думаю, что вы наблюдаете это, и вот в такие моменты откровенно катарсиса, Днепр, Киев, особо не говорят про Харьков, но там очень серьезное разрушение ЖД подвижного состава, там очень серьезный там удар был и в Полтавской области по объекту нефтегаза, и погибшие есть работники Укрзалезницы, и там тоже, в общем, ну, тоже беда. И отключение света, да, вот это все сопровождается. Почему, вот суть политики.
эти мэры, они вот там показывают фоточки, селфи делают на фоне разрушений, говорят, вот как мы всем оказываем помощь, вот это вот Россия агрессор. А к Зеленскому это как бы не липнет, понимаете? Вот сейчас же самое время задать вопрос Зеленскому, самое время обществу поднять голову и сказать, да елки-палки. Да, то есть можно через Трампа договариваться о коротких перемириях, договаривайся о более длинных. Вот только вчера разошлось, что Буданов говорит, Зеленский дал приказ договариваться желательно к концу осени, к началу зимы. Так а что останется с такими обстрелами до конца зимы? Почему украинское общество не может никак выразить вот это, донести до Банкова и до Зеленского? Так, со звуком у нас, да, еще раз. Сейчас меня слышно? Так точно. Мне очевидно то, что сейчас, во-первых, невозможно провести нормальный опрос, а во-вторых, все опросы, которые публикуются, проходят жесткую цензуру в офисе президента. Это же понятно. Я на самом деле с кем не разговариваю, все прекрасно понимают, кто такой Зеленский, да, к чему это все ведет. И все прекрасно понимают, что, смотрите, а кто гибнет? Вот вроде бы воюет там Россия, да, там Китай ей приписывают, там Северную Корею союзников с целым блоком НАТО, но почему-то гибнут русские и украинцы. Вот больше же никто не гибнет. Но гибнут еще какие-то там маргинальные наемники, которые за деньги идут воевать в интернациональных легионах, да, там с двух сторон. То есть, ну, если они идут воевать, у них идеи нет. Они идут воевать за деньги, правильно? То есть, если можно подозревать, что есть какие-то цели у Российской Федерации, у граждан Российской Федерации, у Украины, у украинцев, да, защищать не режим, а там кто-то думает, что он защищает Украину, что это война захватническая. Хотя сотый раз, когда мы понимаем, да, что на самом деле цели совершенно другие, мы обсуждаем, что является основными целями, мы понимаем, что и Россию, и Украину используют как инструмент в решении геополитических задач совершенно других государств. И нам в первую очередь надо остановиться, да, и требовать от своих государств, да, прекращения этого конфликта. Но при этом, если еще Россия как-то показывает, что при таких условиях она должна закончить, да, Украина выдвигает заранее, да, заведомо неприемлемые условия, учитывая, что они не соответствуют нереальному положению в экономике. Да, а на самом деле, если война закончится вот прямо завтра, и если завтра остановится военная помощь со стороны европейских государств, страна банкрот. Страна, которая не в состоянии будет обеспечить даже социальные свои обязательства перед гражданами, пенсионерами, да, бюджетниками, не говоря уже о том, что Зеленский каким-то образом собирается сохранить армию численностью 800 тысяч человек. А где он на это будет брать деньги при том количестве зарплат, которые он сейчас там, ну, какие-то бредовые цифры начинают рисовать, 7, 10, а почему не миллион каждому пехотинцу, да, то есть начинает, знаете, чем хуже становится ситуация в стране, да, тем больше происходит нереальных обещаний, которые похожи на сказку, которые почему-то должны заставить людей принимать какие-то неконструктивные, но явно нерациональные решения. Друзья мои, еще раз, я хочу сказать следующее, да, то есть на сегодняшний день все, что происходит, да, это глобальная катастрофа для всех славян. И чем быстрее мы это осознаем, чем быстрее мы сможем выразить свою позицию. Я не просто так создавал программу «Форум онлайн». То есть форум необходим для того, чтобы мы могли действительно, Саша, с вами понимать реальное положение, температуру по палате. То есть когда мы будем понимать, что реальные граждане Украины голосуют таким или иным способом, а не это все пишется под диктовку там, раньше Ермака, а сейчас Буданова, мы будем понимать отношения в обществе. Плюс если вы имеете в виду там информационное поле, которое есть в Украине, Саш, людей, которые сейчас зарабатывают на войне, да, те, которые имеют производство средств поражения там, Российской Федерации, производят дроны, там, участвуют в поставке, да, гуманитарной помощи, волонтеров и целый класс, который стал новой элитой, я имею в виду не в плане интеллектуальности там, или в плане там, влияния на процессы, а просто зарабатывают огромные деньги на войне, их голоса гораздо более слышнее. Потому что если вы будете выражать какие-то рациональные мысли, да, и
вами будет двигать голос разума, да, вас сразу обвинят в том, что вы предатель, да, то, что вы сейчас работаете на Россию, если вы требуете окончания уничтожительного конфликта для Украины, да, который на самом деле забирает наш потенциал демографический, экономический, промышленный и делает после окончания войны невозможным ее восстановление, да, и выполнение государственных функций. Ведь сейчас никто не объясняет, как с долгом 300 миллиардов, да, сможет страна, в которой стало в 2 раза меньше людей, уничтоженная энергетика, уничтоженный промышленный потенциал обслуживать, да, банальные социальные функции государства. Это же, ну, это простая математика, это бюджетная дисциплина. Это надо просто взять листик, ручку и посчитать. Я вам еще раз говорю, у нас каждый месяц будет дефицит минимум 3 миллиарда долларов, который брать в кредит уже будет не под что, потому что Зеленский отдал землю, отдал ресурсы, да, и мы не знаем до сих пор условия этой сделки. А его рассказы, что мы будем зарабатывать за счет военного производства, друзья мои, военное производство зарабатывает, когда льется кровь. Когда каждый месяц необходимо производить предельное количество дронов. А если это производство на склад, то каждая страна себя обеспечит каким-то количеством на какое-то количество дней войны, и дальше эти производства будут не востребованы. Почему ракет, противоракет ПВО «Патриот» производилось там до начала конфликта всего 300 штук в год? Сейчас за 4 года увеличено до 600. Да потому что насыщена была система ПВО, не было больших войн, и страны не покупают себе впрок там, на случай, если война будет длиться несколько лет. Это же очевидно, да? Люди в мирное время направляют ресурсы в первую очередь на социально требуемые, востребованные проекты для того, чтобы обеспечивать лояльность среди граждан во всех государствах. Да, ну так работают политические элиты, понимая, Сейчас что у них... лояльность, смотрите, сейчас лояльность, цена лояльности поменялась. Вот сейчас тоже такая интересная история. Нардепы, Венеславский, Федиенко, заявляют о том, что будет... Вот сейчас же все обсуждают мобилизация. А какая она будет? То есть максимально эти удары власть переносит, ну, на ненависть к противнику, да, и за счет этого, ну, как бы идеологически накачивает, чтобы все, в общем, охотнее шли воевать. Но тут же тоже парадокс. А охотнее не идут воевать. Уже в Кривом Роге эти, как бы, жестяные штуки, да, там, гаражи на газелях вместо бусиков, потому что бусик можно выбраться, и люди могут разбить окно, люди могут вырвать дверь, могут вытащить, а из жестяной коробки, как скот, как свиней возят, понимаете, в селах, ты уже как бы не выберешься. И вот туда запихивают в Кривом Роге, родина президента, на секундочку. И задача же какая? Чтобы к этому нормально относились. И вот сейчас мы поменяем мобилизацию. Вчера должны были презентовать что-то, а потом сказали, да нет, никто ничего не обещал. Нардепы говорят, что будет реестр уклонистов. У нас вообще этих реестров пруд-пруди на самом деле. А вот реестра уклонистов еще нет. Потом быстро опровергают, там нет, мол, этого не будет, вы что, это там они придумали себе. Ну да, прям вышли и придумали после общения с министром Федоровым и вот этих многочисленных депутатов, которые дальше будут загонять украинцев воевать. Про Европу мы с вами много говорили сегодня. Ну там тоже вот эти же поляки, они поддерживают, чтобы не давать временную защиту мужчинам призывного возраста. Так дойдет до того, это следующий шаг, будут отправлять, так сказать, кого хотят. И поляки так тоже уже делают, есть уже прецеденты. И другие страны будут, чтобы отправлять. Давайте в топку войны, понимаете? Что вы думаете о жизни страны, если то, что мы слышим, мы сейчас разное слышим, потому что это пересказ какой-то этих внутренних совещаний о мобилизации. Да, какой тогда будет страна, раз будет такая мобилизация, как они предлагают? Саш, давайте начнем сначала с Венеславского. Я напомню вашим зрителям, да, я мажоритарный был депутат, избирался по мажоритарному округу 181, это Харьковский, часть Харьковского района и Змеевской район. И как раз против меня, по-моему, от Европейской солидарности шел гражданин Венеславский. По-моему, в 2014 году, если я не ошибаюсь. В общем, за него проголосовала родственники его и соседская собака. Да? То есть он на самом деле проиграл
ну, я не помню, раз в 10 он меньше голосов взял, чем я, ну, чтобы вы понимали просто, как к нему относились люди. То есть никогда он спрятался за партийным брендом «Слуга народа», и когда выбирали свадебных фотографов и когда угодно, и пошел где-то на Западной Украине, да, а когда он шел вот в родной Харьковской области, да, он один из преподавателей юракадемии, которую я заканчивал, поэтому люди ему поставили конкретную оценку. Он приезжал в округа, ему задавали вопрос. Вот Мураев там строит, делает, помогает, дрова возит и так далее. Там каждая детская площадка, да, по сути, Мураева, спортивная тоже. Он делает вот это, и вы это делать будете? Вы будете помогать людям, там, приезжать на прием? Он сказал, да нет, у меня совершенно другие задачи, у нас другие цели, это все не нужно и так далее. Просто чтобы вы понимали, проблемы людей, таких людей не волнуют, таких персонажей, да. То есть на сегодняшний день он выполняет функцию, которую на него возложил Зеленский. Да, он объявляет неприятные новости, и ему все равно, ему наплевать. Если я не ошибаюсь, его ребенок не находится в Украине, да, и он, соответственно, не пойдет служить и не попадет под эту бусификацию. То, что происходит в Кривом Роге, и то, что мы видим эти машины, да, это просто, друзья, это трагедия нашего народа. Это общество разделилось на полицаев, да, и на людей, которые подвергаются гонениям, вот ровно как 80 лет назад. То есть эти современные мельниковцы, если вы на самом деле зайдете в мой телеграм-канал, я как раз писал, почему Зеленский, он же не мог не понимать, что Польша вот таким образом отреагирует, но почему он ориентируется на националистов, да, потому что они готовятся к тому, что будет прекращена европейская поддержка, внутри начнутся волнения, и ему нужно ориентироваться на радикальные, организованные, вооруженные группы. То есть и это в первую очередь националисты. Поэтому он с ними заигрывает. Да, это какая-то ходячая операция. То он на коленях стоит перед могилой деда, который служил в рабочей крестьянской Красной Армии, то становится на колени против коллаборанта, да, Мельника, когда его захоранивают с почестями в Украине, который на самом деле, как выразился один из деятелей культуры вчера, может, вы видели, да, в интервью Мосейчук о том, что Бандеру не надо тянуть в Харьков, и что Бандера — это не герой Украины, а герой Львова и части сел, да, вокруг Львова. То есть постепенно до кого-то что-то начинает доходить. Саш, еще раз хочу сказать, да, мы не можем ориентироваться на информационное поле, которое полностью контролирует Зеленский. Слышны голоса таких же коллаборантов, как и он, которые на самом деле в интересах иностранных государств превратили Украину в поле боя, а граждан, да, в живую силу, которую не жалко, которая уже гибель их не трагедия, да, не беда, а статистика. Смотрите, Зеленский дает команду Буданову, говорит там до конца этого года, да, прекратить войну. Сам выступает перед фракцией и говорит, что, скорее всего, к ноябрю война закончится. Но я напомню математику Трампа. Каждый день — это 1000 человек. То есть еще 150 дней до ноября — это еще 150 тысяч жизней украинских граждан. Ради чего? Вот я хочу, чтобы украинцы задали себе простой вопрос. А ради чего, если все равно понимают, что война будет окончена, то неважно, там, ну, что эти 150 тысяч жизней не стоят Константиновки там, или еще чего-то, что Константиновка полностью разрушенная, да, не стоит еще разрушений в Киеве, что это не стоит энергетики, не стоит жизни мирных граждан. Мы с вами сопереживаем горе наших земляков, да, которые вы там говорите, столько погибло в Киеве, столько в Днепропетровске, столько в Харькове, столько пострадало. А скажите, ради чего это происходит, если все понимают, что все равно войну придется заканчивать? Ради вот этого вот Зеленский согласен по линии соприкосновения, отдать Донбасс не согласен. Зачем это делается? Это делается для того, чтобы потом строить свою избирательную кампанию. Не потому, что ему Константиновка так важна, она имеет стратегическое значение. Это потому, что военные ему не позволяют. Потому что если военные сейчас согласятся с выходом из Донбасса, то какие же они победители? Тогда резонный вопрос на следующих выборах будут: ребят, а за что тогда была война 4 года, если мы все равно потеряли Донбасс и Крым, только еще разрушена вся страна, миллионы могил и 15 миллионов граждан уехали за границу. И тут тогда не будет ответов. Смотрите, Зеленский сейчас действует так же, как и, к сожалению, да, генералитет ВСУ, к которому я много раз обращался и говорил: ребята, вы можете прекратить войну завтра.
Осознайте, что Зеленский, да, это слуга двух господ. Раньше был Соединенных Штатов и Великобритании. Сейчас действует в фарватере исключительно интересов Великобритании и европейцев. Да, Соединенные Штаты уже абстрагируются от этой темы, потому что она токсичная. Но они не могут этого сделать, потому что видят себя следующими управителями страны. Но у них даже мозгов не хватает понять, что в той парадигме, в которой они придут к власти, Украина не получит инвестиционной составляющей, да, со стороны других государств. Потому что военный парламент будет означать не прекращение войны, а отсрочку. То есть когда конфликт возобновится с новой силой, а военным, да, когда они начнут терпеть провалы на экономическом и социальном поле, что неизбежно, им придется опять вернуться к военной риторике и опять вернуться к несправедливости заключенного мира, найти, искать виновных внутри. Как вы говорите, будет ли реестр создаваться, да, ухилянтов? Конечно, будет. И будут рассказывать, что они кровь проливали. Это же известная история, она происходит после каждой войны. Я за тебя кровь проливал, пока ты тут в пылу сидел. Да? Эти будут рассказывать, что они не посылали его на фронт, что он зарабатывал по 3-4 тысячи долларов. Друзья, это все чревато гражданским противостоянием, которое на самом деле как часть сценариев тоже рассматривается очень многими государствами. Потому что по-другому заставить украинское общество, оболваненное единым марафоном, да, и вот этим единым голосом и тысячами блогеров, о которых говорила Юлия Мендель, да, которые просто на работе у Зеленского и которые создают ощущение, что все действительно поддерживают Зеленского, все хотят продолжения войны, считают несправедливым заключение мира на таких условиях и неотвратимой победу Украины, да, хотя, еще раз, друзья, нельзя победить ядерную страну. Как только она будет понимать, что она проигрывает в этой войне, она применит ядерное оружие и, соответственно, закончатся вообще любые разговоры о будущем и государственности Украины. Поэтому это все обман для того, чтобы продлить власть узурпатора, для того, чтобы продлить заработки Притул, Стерненок, Белецких и всех остальных. Это же совершенно очевидно. И чем быстрее мы начнем это понимать, да, чем быстрее мы будем выражать свое мнение, в том числе в голосованиях, да, Саш, я надеюсь, вы в конце огласите, да, результаты голосования, которые вы вначале говорили, да, чем быстрее это будут видеть, в том числе и страны, которые опосредованно участвуют в этом конфликте поставками вооружений, да, выделением финансов на содержание украинского режима, тем быстрее они осознают, чем быстрее осознают граждане этих стран, да, что они участвуют на самом деле в глобальном обмане, на котором зарабатывают европейские элиты, которые участвуют в схемах Зеленского. Ведь, смотрите, все начиналось как помощь безвозмездная. Дальше Зеленский это поставил на поток. Любые деньги, которые входят в виде откатов, возвращаются Макрону, Мерцу, Шольцу, всем, да, кто участвует в этих схемах. И им тоже не хочется заканчивать эту войну. Потому что коррупция – вещь заразная, да, и еще хуже, чем любое венерическое заболевание. И оно распространяется с завидной скоростью, да, и то, как Зеленский умеет и сумел это сделать, да, вместе с Ермаком, Миндичем, Штиллерманами и всеми остальными, да, это, дает объяснение, почему они все участвуют в этом конфликте так завзято, да, и тут не только геополитика, здесь еще и личный интерес отдельных персоналей. А как говорил, да, Сталин, кадры решают все. Поэтому вот какие у нас кадры в мире, в общем, такая ситуация отчасти. Сейчас мы подведем итоги голосования и перейдем к вопросам зрителей. У меня только один к вам вопрос перед тем, как подвести итоги. А вам кого жальче, военных или гражданских? Саша, гражданские свою участь не выбирали. Некоторые военные тоже. Да, их ловили в бусики, отправляли, били, унижали для того, чтобы они пополнили, да, ряды мобилизационных ресурсов, да, но мирные точно не выбирали своей участи. И, знаете, я там читаю, что Украина там изобрела супероружие, которое отводит не только дроны, да, но и ракеты. Но вопрос, а где оно это отводит? Вот я сегодня говорил с одним из своих друзей по телефону, да, не буду говорить, пострадал его объект, который не имеет ничего, абсолютно ничего общего с
военным производством, да, не буду говорить, что за объект, вот в него четко прилетело. Я когда начал спрашивать, скажи мне, пожалуйста, а что рядом? Он говорит, ну, гипотетически, там 300 метров до военкомата. Говорит, ну, какой смысл бить ночью по военкомату? Я говорю, военные производства. Он говорит, да нет, ничего. И дальше вопрос, да, то ли кто-то дал ненужные координаты, неправильные, либо кто-то неправильно сработала разведка, да, либо вот эти чудо-оружия, которое отводит от мест, куда действительно должно было прилететь, куда попало. И при этом страдают мирные. Вот там одному человеку выбило глаз, второму еще что-то повредило. Да? Один погиб рядом. Сгорел автосалон полностью, да, китайских автомашин. То есть тоже пострадали люди. В Укроборонпроме погибло несколько сторожей. Понятно, что там ночью не было никаких сотрудников, да, и так себе ущерб, прямо скажем, да, сейчас все документы хранятся в облаках, будет восстановлена работа очень быстро, да, и в принципе на войну не повлияет. Но вот этих людей мне, конечно же, жальче, потому что те, кто идут на фронт, те, кто там, кто-то идет идейно, да, кого-то, к сожалению, поймали, кто-то идет из-за денег, кто-то рассчитывает продолжить и увидеть себя там в кресле парламента там, или в кабинете министров, да, они выбирают. То есть они, когда осознанно принимают решение идти кого-то убивать или там достигать каких-то целей в жизни, это их выбор. И они понимают, что за этот выбор они могут погибнуть. Да? То есть риск, вот цинично мы сейчас рассуждаем. Да? Я считаю, что человеческая жизнь, да, это высшая ценность. Высшая. У нас так и в Конституции написано. То есть нет оправданий, да, убийствам, нет оправданий войнам. Я почему постоянно выступал, да, и за Минские соглашения, и за против политики, которую проводил Зеленский, потому что было очевидно, что это все ведет к конфронтации. Да? Какой по накалу будет война, предсказать было сложно, но то, что это явно не приближает Украину к миру, было очевидно. И вы об этом говорили в своих эфирах. И я это говорил, когда был на эфирах многих телеканалов. В общем, в любом случае, еще раз хочу сказать, да, мирных, отвечая на ваш вопрос, жальче в разы. Они точно не хотели войны, у них точно нет никакой выгоды, и они являются вот этим ужасным, циничной категорией, да, как сопутствующие жертвы. И я не считаю, что жертвы могут быть сопутствующими. Я не считаю, что есть что-то, что может оправдать военные цели. Да? То есть в любом случае война – это когда политики не смогли так выстроить отношения в систему, найти взаимную выгоду, найти взаимные аргументы, найти дипломатический способ решения, да, что это не делает чести абсолютно никому и никого никогда не оправдает. Друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса. Они у нас вот такие. Значит, что означает заявление Пескова об окончании СВО за сутки, если Зеленский отдаст приказ отводить войска? 12%. Дух Анкориджа это Донбасс и все по линии боевого соприкосновения. Ну, вот как бы об этом это заявление. 15% слив, денацификации и демилитаризации считают пользователи. 35% считают, что война надолго. Зеленский этого не сделает, Песков об этом знает, поэтому заявление вот такое. Кто-то говорит троллинг. А 39% считают, что это Западу сигнал. Это не про Зеленского, вообще не про Украину, это туда, на Запад, чтобы там услышали. Разделились мнения, там, да, буквально чуть-чуть процентов, или означает, что война надолго. Я просто 2 копейки свои еще вставлю. Вот смотрите. Друзья мои, денацификация и демилитаризация, они уже закончены. Я вам объясню, почему. Да? Чем бы ни закончился конфликт, по линии соприкосновения, по Донбассу, смотрите, это критичного значения для выживаемости государства Украины уже не будет иметь от слова совсем. Смотрите, до начала полномасштабного конфликта у нас дефицит бюджета был в размере 3 миллиардов. Государственный долг на уровне 57. Сейчас он будет на уровне 300. Мы потеряли еще больше территории. Это и сельское хозяйство, это и промышленность. Мы потеряли 15 миллионов наших граждан, которые находятся на территории Российской Федерации, Европейского Союза. А это люди, которые создавали экономику страны. Да, то есть они платили налоги, они создавали добавленную стоимость. Они потребляли то, что производилось
в Украине, да, то есть Украина уже не просто, когда закончится война, не в состоянии будет содержать армию 800 миллионов. В коротком периоде, на который надеется Зеленский, что война — это не окончание, а передышка для подготовки там, на 2-3 года, и он будет получать деньги от Европейского Союза, чтобы снова столкнуться с Российской Федерацией под любым предлогом, спровоцировать Россию на очередную интервенцию, самостоятельно пойти освобождать там территорию Донбасса или Крыма, не имеет значения. Но содержать армию в размере 800 миллионов тысяч в кредит можно только, если ты надеешься на возобновление военных действий. Если этих кредитов на содержание армии не будет, то и милитаризации не будет. Потому что того бюджета, который Украина сможет обеспечивать при долговой нагрузке и даже без нее, потому что энергетика самая дорогая, промышленные предприятия, вот смотрите, сегодня 100 там, ракеты и дроны, да, достигли своих целей. Но это значит разрушено производство, разрушено автосалоны, разрушено то, что было основой экономики. И так происходит каждый день. И если это продолжится, да, то Украина будет как выжженная земля. Она не сможет содержать нормальной армии. Не сможет содержать нормальной армии, она не будет милитаризированной. Она не будет, смотрите, нацизм, да, он искоренит себя. Потому что если военные придут к власти, а так похоже, что, скорее всего, они, да, ограничив в избирательном праве граждан, которые находятся на территории России и на территории Европейского Союза. Помните, да, идеи там запретить голосовать 10 лет всем, кто уехал. Поразят в правах ухилянтов, да, то есть они создают электоральное поле, которое точно проголосует за них. Так вот, придя в парламент, их будет ненавидеть даже собака дворовая. Потому что они не смогут дать ладу ни экономике, ни восстановлению. И ни одна страна, которая будет понимать, что война снова возобновится, не даст ни копейки на восстановление Украины, да, будут давать на милитаризацию Украины. Опять-таки, этим же военным, да, некоторое время. Но не будут давать ни бизнесу, никому. Потому что они понимают, что эти деньги не вернутся. Да, и финансировать будет только можно разрушение России, да, посредством Украины. Поэтому, друзья, миссия по демилитаризации и денацификации, она уже закончена, потому что она не обязательно должна была быть закончена военным путем. Но если война закончится, эта конструкция больше не жизнеспособна. И вы просто поймете, да, что, скорее всего, мы на пороге, еще раз скажу эти слова, которые я сказал в 2014 году, мы на пороге гражданской войны. То есть и будут воевать все со всеми. И как только военные начнут ухилянтам рассказывать, что они второго и третьего сорта, надо вспомнить, что ухилянтов гораздо больше, чем военных. И надо вспомнить, что есть криминалитет, и будут организовываться. И военный — это не значит робот и киборг. Это такой же мешок с костями и с мясом. Да? И такой же, извините, не бессмертный. То есть то, что может начаться противостояние между ухилянтами и военными, тоже как пить дать. Но это не индульгенция. Был на фронте, значит бессмертен, значит может делать все, что хочет. Так было, когда у власти был Турчинов, да, когда был у власти Аваков, когда прошедшие АТО резали мирных граждан, да, и те не могли сопротивляться, потому что власть стояла на стороне атошников, понимая, что будет еще большая война, да, подвигая страну к этому. Но когда война закончится, когда она прекратится, когда Европа поймет, что она достигла путем переговоров, да, и цены на газ компромиссной, да, которая возможна с учетом интересов России и США, что им снова входить в войну тоже просто нет ни возможности, ни сил, ни желания. И что, скорее всего, эта война уже будет не конвенциональная, а ядерная, да, то Украину просто бросят. И тогда вот это все под крышкой внутри страны, да, еще и с закрытыми границами, будет кипеть, поверьте мне, и переваривать в многих. И это вообще навсегда нас лишит перспективы и будущего. Поэтому я говорю, есть единственный вариант. Это военных не пустить во власть. Это сделать переходное правительство. Это сделать переходное правительство, которое будет в первую очередь, да, решаться гарантами безопасности Украины и финансовыми спонсорами на восстановление. Все другие сценарии приведут к более трагическим финалам. И это не потому, что я там подгоняю, да, ответ под условия задачи.
а потому что другого варианта нет. Возьмите листик, ручку и выпишите. Ну, представьте, военные, да, война еще через 2 года. А что, сколько лет вы еще готовы положить на плаху амбиций, да, или каких-то вредоносных для Украины идеологий? Сколько вы будете прятать в голову в песок и не признавать собственных ошибок? Может, надо все-таки понять, что мы не бесконечные, да? И смотрите, у нас сначала ковидом украли 2 года, потом украли войной, да, еще почти 5 лет. Я вам больше скажу, я все больше склоняюсь к тому, что ковид — это был способ обезжирить Европу, чтобы обезжирить ее потом войной и подвигнуть ее к определенным решениям. А вы посмотрите на это вообще шире. И тогда вы поймете, что Украина здесь не то, что не центр вселенной. Нам никто не должен. Все потешаются, как можно было собственную страну пустить в расход. Причем кем? Тому, кто потом убежит в Великобританию или в Израиль. А народ стоит, как стадо баранов, еще этому аплодирует и кричит «Слава ВСУ». Друзья мои, мы кричим «Слава» тому, что нас разрушает. Мы потакаем тому, что на самом деле поставило страну в коленно-локтевую позу и лишает ее вообще любого шанса на будущее. Вы проанализируйте это. Пока вы это не поймете, другой дороги не будет. Пока вы будете рассказывать про суверенитет. Какой суверенитет, если мы 300 миллиардов должны? Нам сейчас рассказывают за следующий транш: примите это и вот это. Отдайте правоохранительные органы, уничтожьте маленький бизнес, мелкий, да, обложите посылки. Тут вдумайтесь, нам диктуют все. Это не суверенитет. Это полная зависимость. И чем больше будет долгов, тем зависимость будет сильнее. Включайте мозг. Да, друзья, переходим к вашим вопросам. Да, в любом случае, смотрите, вижу, что, значит, есть, ну, это мой стрим, да, там есть определенные штуки. Ну, в общем, слышно все, это самое главное. Если нужно будет, мы обязательно там продублируем. Это все, конечно, плюс-минус нормально мне дергающемся кадре появится. У Евгения стрим идет тоже онлайн, параллельно. Все как бы, все хорошо. Поэтому там есть еще канал с параллельным стримом. В общем, имеющий уши услышит, да, все-таки самое главное — это смысл, который мы хотим вложить в разговор, да, это самое главное в нашу беседу. Переходим к вопросам. Евгений, режим Блиц, чтобы как можно больше народу как бы удовлетворить ответом на вопрос. Начнем с клуба зрителей «Шелест». Людмила пишет: здравствуйте, кого из украинских политиков и деятелей вы уважаете за позицию и с кем бы могли объединиться ради достижения мира? Я думаю, это интересно украинцам ради распространения альтернативных идей в обществе. Дорогие друзья, все до одного, кто остался в украинском парламенте, не сложил полномочия пособники Зеленского, потому что когда необходимо, в той или иной мере они продолжают военное положение, они все дружно голосуют, они голосуют за законы, которые сдают украинский суверенитет в обмен на деньги, которые Зеленский потом через Штиллерманов и Миндичей осваивает, да, и возвращает частично в Европу. И смотрите, дурных же нема. Все же прекрасно понимают, что происходит. Но все, чтобы оставаться на плаву, чтобы сохранить себя в политике, там подыгрывают, потому что не подыгрывать нельзя. То есть у них был выбор: уйти, как сделал я и многие другие, да, уехать. В первую очередь, чтобы сохранить родных и близких, да, и иметь возможность говорить правду, давать справедливую оценку, чтобы не совершать ошибок, либо подыгрывать власти, соревноваться с ней, да, в патриотизме и показывать пальцем. Смотрите, у них даже не хватило храбрости. Вы же, каждый зритель, ответьте себе на вопрос. Вы понимаете, кто такой Вова в разговорах Миндича в квартире? Кто такой R1? Вы понимаете? Ну, поздравляю, вы умнее Тимошенко. Поздравляю, вы умнее Порошенко, вы умнее Железняка, Разумкова и всех остальных. Скажите, они же тогда тоже должны понимать, ну, если они не глупее вас. То есть они понимают, что это Зеленский. Его нельзя преследовать, пока он президент, да, но импичмент ему объявить можно, если доказать, что он является участником коррупционного скандала и нарушил Конституцию, Уголовный кодекс Украины. Но кто-то из них хотя бы поднял этот вопрос? Никто. Значит, они подельники. И как я могу к ним относиться? Как к подельникам Зеленского, которые притащили войну в моей стране, продолжают ее разрушение, продолжают убийство граждан, которые ловят на улицах. Вы скажите, или не они принимали
законы о ТЦК? Или мы живем не в парламентской республике и не можем вызвать, поставить министру на вид, да, в конце концов потребовать возбуждения уголовных дел по резонансным убийствам украинских граждан в МСЭКах, да, в ТЦК и во всем остальном. Но раз они этого не делают, друзья, они соучастники. Поэтому нет у меня с ними ничего общего. А те, кто находится за пределами, вы их знаете, я часто, говорю, к кому я отношусь с уважением. Не буду сейчас повторять, чтобы, не дай бог, да, очередные санкции или уголовные дела не постигли этих людей. Друзья мои, есть понимание, с кем двигаться, как двигаться. Более того, форум онлайн — это не только консультативная история, это приложение, которое позволит вам принимать участие в принятии решений. И мне это важно, это не популизм, потому что мне надо будет опираться на решение большинства, чтобы иметь индульгенцию на проведение тех или иных действий, чтобы я мог сказать: ребят, так хотят граждане Украины. И не только внутри страны, но и за ее пределами, да, сказать нашим бывшим партнерам, да, сказать нашим должникам, что мы эти 300 миллиардов возвращать не будем. Поэтому мы найдем с вами способ, как это все починить. Если, конечно, это не приведет к ужасающим последствиям, да, которые мы тоже, Александр, у вас в эфире обсуждали, да, если не удастся достигнуть мира к этой осени, да, если Трамп потеряет свое влияние, если глобалисты начнут восстанавливать свое влияние, да, и на Европу, и на Украину, и возобновят помощь со стороны Соединенных Штатов, увеличивая ущерб России, я думаю, что возникнет момент, когда они будут понимать, что угроза, да, которая стоит перед ними, является экзистенциальной, и применят все силы и средства, которые есть в их распоряжении. Кто умный, тот поймет. Я даже не хочу это говорить вслух. После этого ни у Украины, ни у сельского хозяйства, ни у страны, ни у государства, тем более, да, будущего просто не будет. Так, давайте оперативненько, потому что вопросов много, чтобы, все-таки, лаконичнее, насколько это возможно и позволяет вопрос, Евгений, такая просьба. Петр, о какой плановой экономике Китая вы говорите, спрашивает вас, Евгений, если в Китае непреодолимые кризисы перепроизводства в различных секторах хозяйства? Разве не Маркс определял перепроизводство отличительной чертой капитализма? Дорогой мой друг, все ваши сейчас выражения голословные, открываете рост ВВП 5,5%, учитывая, это самый большой рост в мире. Сальдо платежного баланса плюс триллион, это значит, что экспорт превалирует над импортом. Полная зависимость сверхдержав от полупроводников, от редкоземельных металлов и телекоммуникационного оборудования, которое поставляется из Китая. Большой технологический прорыв во многих отраслях. Лидирующие позиции, я не понимаю, о чем вы говорите. Вам надо просто пересмотреть базу, на основании которой вы посчитали, что что-то перепроизводится. Большинство всех производителей, да, которые имеют понятные бренды, Samsung, там, iPhone и так далее, все производится в Китае. Это мировая фабрика. Поэтому вы не правы в постановке вопроса. Угу. Так, значит, следующий вопрос вот такого характера. Кристина, вопрос господину Мураеву. Зачем Зеленскому Донецк, если там люди проголосовали давно за выход? В чем его логика? Спасибо большое, удачи вам. Зеленскому нужно не заканчивать конфликт. Да? Это гарантия его личной безопасности, и это продолжение финансирования, на котором он зарабатывает деньги, да, и за счет того, что он коррумпирует определенных мировых лидеров, он опять-таки пролонгирует свою легитимность, пролонгирует свою безопасность, ну и просто кайфует от того, что он играет самую главную роль в своей жизни на мировой сцене. Ему не нужен, ему наплевать на Донбасс. Я даже сомневаюсь, что он там бывал когда-то, да, наверное, с гастролями, но то, что судьба его не интересует, и я вам напомню, еще до начала широкомасштабной войны, когда были местные выборы, Зеленский ограничил в избирательном праве граждан, которые находились на подконтрольной Украине территории в границах Луганской и Донецких областей. То есть там запретили голосовать под предлогом угрозы, да, что вдруг куда-то может прилететь, граждан, которые на самом деле могли прийти, но точно бы проголосовали против Зеленского. Поэтому ему наплевать. Он просто продолжает свою власть и ищет повод не заканчивать конфликт.
Александра сегодня увидела видео из Николаева на школьной линейке. Выпускник публично предложил руку и сердце выпускнику, юноше. Все дети, учителя, родители, все хлопали. Это правда или это та самая перемога? Хорошие мои, я выращен, да, и преследую, да, или соответствую нашим православным ценностям, да, ну вот и нашим традициям. То есть я не понимаю нетрадиционной системы отношений, я категорически выступал против якобы, да, то, что называется толерантностью, а на самом деле навязывает вот эту всю гадость, извините меня, нашим детям, да. И на самом деле, если честно, объективно, то если вы посмотрите на мэров европейских городов, да, на культуру, которая там развита, я понимаю еще что с чем воюет. Потому что вся вот эта погонь, да, она на самом деле стремится распространиться, в том числе и на наших детей. И я не буду толерантен, я скажу вот так. То есть я буду делать все, чтобы это ни в коем случае не угрожало нашему обществу и будущему наших детей. И я согласен с Трампом и с Орбаном. Пола есть два. Мужчина и женщина. Все остальное надо лечить током. Так, следующий вопрос. С точки зрения факта, Лина Вострейлова спрашивает, независимость пошла на пользу страны? Ну, нет независимости. Мы сменили одну зависимость на другую. То есть, если мы были равноправным членом Советского Союза, и объективно, да, многие украинцы занимали руководящие должности. Если вы посмотрите, да, Советским Союзом управляли 30 лет там, грузин, 30 лет управляли украинцы, да, всего 7 лет, если я не ошибаюсь, жители теперешней, да, Российской Федерации. Поэтому сказать, что Украина где-то когда-то имела неравноправные права и зависимость в Советском Союзе — глупость. А вот обретя так называемую независимость, да, мы попали в зависимость от Международного валютного фонда, от иностранных экспертов, от Саакашвили, от всевозможных, да, граждан Соединенных Штатов Америки, которые делали у нас реформы под диктовку, писались, да, совершенно непонятные законопроекты, они все потом благополучно уехали назад в Америку, только мы имеем разрушенное государство, которое толкнули, в принципе, в войну, да, за свои собственные интересы. Поэтому последние 35 лет я не могу назвать независимостью, я могу назвать другой зависимостью, которая принесла к трагедии, да, и на самом деле к катастрофе, потому что население страны уменьшилось вдвое, кладбища говорят сами за себя, да, и размер экономики схлопнулся до, я не знаю, размера нескольких областей до обретения этой самой независимости. Это катастрофа. Так. Причем не только в Украине, а многих и других государств в том числе. Да, значит, вот такой вопрос. Значит, добрый день, Александр Евгений. Немножко не по адресу, понимаю, что вы не были президентом Украины, но скажите, пожалуйста, как Янукович проморгал Майдан? Почему при правлении вместе с партией регионов все были заискивания с националистами? Это правда, что они спонсировались все эти факельные шествия из кассы регионов через Технибока? Где вообще спецслужбы? Они все это не видели? Или Януковичу было все равно, он был погружен в личное обогащение семьи, поэтому все проморгал? Или он был уверен, что его власти ничего Майдану не угрожает? Знаете, считаю, что Янок при всех недостатках был намного лучше Пороха, и уж тем более Зеленского. О той майданной жизни остается лишь вспоминать с грустной ностальгией. Но такое впечатление, что жадность фраера сгубила. Друзья мои, еще раз. То, что мы пожинаем сейчас, это плоды поражения Советского Союза в холодной войне. И эта стратегия выстраивалась не одно десятилетие. Почему европейцы все время давят на демократию и так далее? Демократия — это сменяемость власти, да, это циклы. Так вот, в этих циклах по 4-5 лет президентства, да, ни один избранник народа не может противостоять стратегии, которая запланирована в горизонте там, десятилетий. Вот просто Янукович попал в период, когда произошел государственный переворот и к власти пришли радикалы.
Мог ли он этому противостоять? Ну, слушайте, они трижды загоняли Майдан в подземные переходы, сносили палатки, но европейцы давали гарантии, что если он вернется в русло переговоров, да, не будет ни санкций. Смотрите, не только же санкции бывают персональные. Бывают и ограничения, как у Ирана, у России сейчас, да, для государства, закрытие рынков, отмена безвиза и так далее и тому подобное. Да? То есть, ну, условно я сейчас, безвиз был принят позже, да, и на самом деле он вымыл кадровый потенциал Украины, но европейцы пугали его, что санкции будут помимо персональных еще и наложены на страну, что отразится электорально, да, на отношении народа к нему, к смене власти, что к власти придут Тимошенко, Порошенко, он будет подвержен, да, там, какой-то уголовному преследованию. Но это была часть более широкого сценария. То есть война на этом этапе уже была запрограммирована. Было понятно, да, что лишат Украину верховенства права, что к власти придут радикальные люди, которые не имеют поддержки, что они начнут АТО и применять армию против части населения, что Россия не сможет на это реагировать, если она захочет сохранить свое влияние в постсоветском пространстве, да, если не отреагирует, она слаба, а если она втянется в этот конфликт, то это как раз сегментирование Советского Союза более глубокое, да, и это возможность разрушения России изнутри, но не получилось. Но запланировано это было задолго до Януковича, и он просто не смог, наверное, правильно ответить на вызовы в ту минуту. То есть мог ли он разогнать, не допустить государственного переворота? Мог, но тогда были другие развилки сценария. Тогда бы западные области объявили о неповиновении, они уже на тот момент захватывали оружейки, и пришлось бы Януковичу начинать этот конфликт, только тогда бы граница была не между Донбассом и Российской Федерацией, да, а между Европой и Галичиной, да, и точно так бы все бы происходило зеркально. То есть важно было начать культурную войну, которую они начали в 2005 году, которую проморгал тогда не Янукович, да, а Кучма, на которую нормально почему-то отреагировала Россия. Вот скажите мне, почему после третьего тура они признали Ющенко? Но ведь можно было сказать, третьего тура не предусмотрено, президент нелегитимный, произошел неконституционный переворот, но Россия тоже не думала, что, учитывая их отношения с Германией и с Францией, да, на тот момент, может это все перерасти в военный конфликт. Смотрите, все не хотели верить в то, что произошло. Все думали, что найдут какие-то аргументы, да, в том числе убедят европейцев, что им выгоднее получать дешевые энергоресурсы. Почему Путин подписывал такие длинные контракты по $200? Да? Это же невыгодная цена. Смотрите, сейчас рынок диктует 600, 700, 800 за 1000 кубов. Но он думал, что он таким образом купит отношения, лояльность и избежит этой войны. Но избежать ее было невозможно. К ней можно было лучше подготовиться, да? Но к ней оказались не готовы ни Россия, не Украина, да, и сейчас мы воюем друг с другом. Друзья, я поэтому и трачу свое время, да, выхожу в эфиры к другим участникам, да, и инфлюенсерам, да, как сейчас принято говорить, да, чтобы нам максимальную аудиторию донести, что нам это невыгодно, это война против нас, против славян. И чем быстрее мы это осознаем, да, чем меньше адептов там дойдем до Польши или там будет парад на Красной площади, будет среди нас, тем быстрее мы договоримся. Потому что так или иначе военно-политическое руководство наших стран оглядывается и на настроение в своей стране. Потому что от этого зависит стабильность их власти, и, соответственно, наше настроение диктует их действия. Я надеюсь, несложно выражаюсь. То есть от наших ожиданий зависит то, как поступит власть. Если бы от Путина не ждали, что он дойдет там хотя бы до Днепра, да, возможно, он бы еще вчера согласился на линию соприкосновения. У Зеленского были бы другие требования. 100% я вас уверяю, потому что им играют для продолжения этой войны. Но это было бы уже другое. Легче было бы выбивать, да, стульчик из-под тех, кто требует бесконечной поддержки украинского режима. Еще раз, все не так просто. И если мы будем выражать открыто свое мнение на форуме, в голосованиях у Александра Шелеста, да, в своих соцсетях, поверьте, ситуация начнет меняться.
Потому что мы источник власти, как бы это банально не звучало, как бы это не считалось, да, простой декларацией там, Конституции, но это так. Потому что политики оглядываются на наше настроение, боясь потерять власть. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что сегодня побывали на наших стримах, на моем канале, на канале Евгения Мураева. Все было параллельно. Да, не идеально, но самое главное, что мы очень хотим, чтобы, ну, собственно, вы отреагировали. С чем согласны, с чем не согласны, что как бы есть конструктивного предложить, пишите в комментариях, это очень важно. Особенно ввиду такого опасного лета. И вы знаете, вот как бы точку, чтобы поставить, я помню свои ощущения, я был там буквально в 150 метрах 2 июня в Луганске. Ну, как бы, когда вот произошла вот эта трагедия, а потом, в общем, собирали по двору, это там вышка, телекомпания, это телецентр, как бы был на работе, потом собирали по двору вот эти там осколочки свинцовые, да, там, от вот этого птуром они стреляли, ну, в общем, с самолета. И вы знаете, вот мудрые же люди, китайцы, это же они придумали, что 12 лет цикл закрывается, понимаете? Только вот проблема, все никак не закроется. Верите, что вот все-таки время, оно не то, как люди говорят, лечит, но и, в общем-то, закрывают определенные моменты. Когда же война закроется? Когда это кольцо сомкнется? Положить, что она началась все-таки в 2014 году, да, с государственным переворотом, с захватом власти, потом, соответственно, как следствием аннексии Крыма, АТО и широкомасштабной войной, вот как раз 12 лет. И как раз наш с вами аналитический прогноз, да, и те события, которые мы каждый раз с вами разбираем, да, и не подгоняем под ответ, да, а показываем, что они подтверждают справедливость нашего с вами прогноза, да, скорее всего, это закончится осенью, да, либо перерастет в какой-то более крупномасштабный конфликт, да, с применением неконвенционального оружия. Но этого, я думаю, не допустят с точки зрения планетарного масштаба. В первую очередь те, от кого зависит принятие подобных решений, да, они не заинтересованы в гибели человечества, прекращение собственной власти, поэтому либо это будет ограничено, и это будет то, что мы с вами предполагали, да, имитацией Карибского кризиса 2.0 для того, чтобы всех перепугать и преувеличить значение, да, влияния Соединенных Штатов и Трампа непосредственно на эти события, чтобы дать ему возможность сохранить власть и закончить новую архитектуру безопасности и новые формирования нового миропорядка, да, я думаю, что все-таки это будет так. Но устаканиваться это тоже будет, Саш, не один год. Восстанавливаться отношения и страна тоже это долгосрочный период. Да, надо четко понимать, кто друг, кто враг, чтобы выстраивать концептуально и внешнюю, и внутреннюю политику, потому что сохранить государство при том количестве долгов, которые мы должны европейцам и американцам, просто невозможно, а значит, нам нужны другие гаранты нашей безопасности, другие гаранты нашего экономического процветания и понимание того, что мы будем отказываться от этих непомерных выплат, тем более за то оружие, которое мы оставили, когда входили в состав Советского Союза и выходили из стран Варшавского договора. Да? Ведь откуда советское оружие, которое нам передавали европейские страны, которые сейчас входят в НАТО? И Польша, и Словакия, да, и другие государства. Это оружие Советского Союза, частью которого была Украинская ССР, да, и оставив им для защиты, да, сейчас получать это за кредитные деньги, ну, как бы несправедливо, да, этот вопрос надо поднимать. Его никогда не поднимет Зеленский, его никогда не поднимет Буданов, но мы с вами его поднять сможем, обязаны, и я думаю, это приведет к тому, что большинство долгов мы пересмотрим, спишем, а если нас не будут слышать, ну, позовем друзей. Да, спасибо вам большое за время и мысли. Друзья, благодарю за то, что посмотрели этот эфир. Берегите себя и друг друга. Побольше друзей. Как там? Не имей 100 рублей, имей 100 друзей, говорили раньше. Давайте вспомним.